Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку. Приятного просмотра. Жаркое африканское солнце палило без устали, когда Виктор, решивший провести отпуск максимально необычно, отправился на своем стареньком джипе в приключенческую поездку вдоль границы сафари-парка. Дорога была пыльной и извилистой, но пейзажи вокруг поражали своей красотой. Бескрайние саванны, разбавленные рощицами баобабов и акаций, переливались золотыми оттенками под лучами заходящего солнца. На этот раз водитель рулил в тишине, наслаждаясь уединением и обдумывая текущие события своей жизни. Неожиданно его внимание привлекло движение на обочине дороги. Это был слон огромный и, казалось, величественный в своей одиночестве. Виктор остановил машину, достал телефон и приготовился сделать несколько снимков. Однако вскоре заметил, что слон пристально смотрит в его сторону и неумолимо приближается. От неожиданности сердце Виктора забилось чаще, страх пронесся током по спине. Он уже слышал о нападениях диких животных на людей, и мысли об этом тут же всколыхнули его воображение. Виктор поспешно завел мотор и стал уезжать, но в зеркале заднего вида увидел, как слон, прихрамывая, пытается догнать его. Пронесшись еще несколько сотен метров, Виктор, взглянув на бегущего слона, обратил внимание на несколько кровавых пятен на его ноге. Осторожно остановив автомобиль, мужчина вышел наружу, разрываясь между чувством страха и сострадания. Слон тоже замер, тихо издавая звуки, полные боли и отчаяния. Виктор понял, этот слон пришел за помощью, как будто осознавал, что человек может его спасти. Подойдя ближе, он заметил, что рана на ноге выглядит так, словно была нанесена от выстрела, скорее всего, дело рук браконьеров. Виктор быстро позвонил своему знакомому, специалисту по спасению диких животных, и поделился координатами своего местоположения и состоянием слона. Спустя несколько часов кропотливой работы специалистов, слон был успешно вывезен в Центр реабилитации диких животных. Виктор наблюдал за всем происходящим, внутренне радуясь, что смог помочь этому благородному существу. Прошло несколько месяцев. Снова в тех местах Виктор не удержался и решил посмотреть, как поживают обитатели саванны. Когда он ехал по той самой дороге, где встретил раненого великана, из ниоткуда показалась знакомая фигура слона. Он стоял и, кажется, ожидал его появления. На ноге виднелся шрам напоминания о прошлых страданиях. Однако на этот раз слон был не один. Вокруг него суетились несколько молодых слонят и пара взрослых слонов, вероятно, его семья. Виктор почувствовал глубокую связь с этим животным. Он улыбнулся, видя, что жизнь продолжается, и что благодаря его вмешательству произошло маленькое чудо. Слон замахал хоботом, как будто благодарил его, и тот момент остался в памяти Виктора навсегда, напоминая о том, как неожиданно и чудесно могут переплетаться судьбы человека и природы. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.